Сегодня я обещаю удивить вас 3 видами плова. Первый плов, который я очень люблю. Плов узбекский, маргеланский, с перепелиными яйцами и с долмой. Знаешь, что такое долма, да? Ну, виноградные листики немножко фарша заворачивают и говорят: вот вам долма. В Маргелане готовят плов с начиненными виноградными листиками. Правда, называют их не долма, хотя слово долма в узбекском языке тоже есть, а называют их каваток. Очень вкусное слово. Не обращайте внимания, пожалуйста, что я режу морковку кубиками. Вы попозже поймете, почему надо было именно кубиками. А так, на вкус плова нарежете ли вы брусочками, длинненькой соломкой, или нарежете кубиками, на вкус плова это никак не влияет. Ровно как и никак не влияет, будете вырезать только красную морковку, либо возьмете еще и традиционную для Узбекистана желтую. Некоторые говорят: нет, для настоящего узбекского плова нужна только желтая морковь, только хлопковое масло. Никто на вкус в готовом плове с завязанными глазами не отличит. Но если есть желтая морковка, то это хорошо, потому что желтая морковка жарится чуть-чуть дольше. Ее можно пожарить чуть-чуть дольше, и она не превратится в морковное пюре. Но если вы возьмете хорошо выдрешенную, такую спелую красную морковку, нарежете ее, уложите на столе в один слой, чтобы она подвялилась, подсохла немножко. Такая морковь тоже будет жариться отлично и не будет превращаться в морковное пюре. Ну что, может быть, огонь под казаном подожжем? Знатоки плова, они такие знатоки, они всегда говорят: нет, настоящий узбекский плов только на курдючном сале. А я не всегда готовлю плов на курдючном сале. На курдючном сале, конечно, замечательно получается плов, но можно приготовить и на растительном масле. А можно смешать растительное масло с каким-нибудь другим очень вкусным кулинарным жиром. Но пока что я наливаю 200 грамм, буквально 200 грамм растительного масла. И этого достаточно для того, чтобы обжарить в нем немного, совсем чуть-чуть мяса. Посмотрите, видите, какая замечательная четверть барашка. Но сразу она мне вся не понадобится. Я пока что вот возьму голяшку. Это совсем уж масол отрублю. Голяшку, пожалуй, что пополам. И еще возьму от этого мяса грудинку. О, грудинка — такое ароматное мясо, которое обычно кладут куда? В шурпу. А я сегодня грудинку использую для приготовления плова. Посмотрите, вот ребрышки. Ребрышки кончаются, здесь прямо нащупать можно, где они кончаются. И дальше начинаются хрящики, из которых состоит грудинка. Знаете, вот этого мяса, что умещается на 2 ладошках, хватит на сегодняшний плов. Хватит на целых 2 килограмма риса. И плов получится замечательным, очень душистым, очень ароматным. Потому что я знаю секреты, как даже из такого супового, можно сказать, мяса приготовить очень вкусный и ароматный плов. Надо масло нагреть как следует и обжарить вот эти лакомые кусочки на косточках, хрящики, как можно глубже. Прям буквально вот до красного цвета. Чем хорош казан на дровах? Очень быстро все нагревается. Жарится все очень быстро. Вот опустил мясо, буквально 2-3 минуты, туда-сюда, шинтер-пентер, шумовочкой, и мясо уже красное. Красное, прекрасное. И пахнет. Пахнет очень хорошо, потому что мясо-то особое, голяшка, грудинка. И сюда вот такую косушечку нарезанного полукольцами лука. Не слишком тонко, не слишком толсто, нормальненько. Пусть лук пожарится, зазолотится. С хорошим казаном, с хорошей печкой повар зевать не должен. Надо делать все очень быстро. Начинаем готовить долму. Точнее, начинять виноградные листики. И вот,
Если вам попадутся именно такие консервированные, практически сухие листики, вы их залейте кипятком, они постоят 10 минут и станут буквально как свежие. Они будут очень податливыми, с ними будет легко работать. Вот и лук пожарился ровно так, как надо. Я по запаху почувствовал. Сейчас мясо необходимо посолить, и можно добавлять морковь. Сначала в дело пойдет желтая морковь. Вот ее сколько много. Чуть-чуть больше килограмма. Всего же моркови будет 2 килограмма ровно. Лука было грамм 300. Мясо может быть от силы килограмм. 2 килограмма морковки и 2 килограмма риса. Понадобится кое-что еще, но я скажу об этом попозже. Знаете, а желтая морковка уже наполовину готова. Так что теперь самое время опустить в казан еще и морковку красную. И перемешать. По каждому листику, кстати говоря, листики непременно глянцевой стороной укладываем вниз. На каждый листик укладываем по чайной ложке фарша. Больше не надо. Долма не станет вкуснее, если в нее напихать очень много мяса. Нет, разумное сочетание между вкусом виноградного листика и мясного фарша – это самое оно. А что же у нас в мясном фарше? Ну, собственно говоря, само мясо, немного курдюка, потому что фарш должен быть жирненьким, лук, немного базилика, немного мяты, соль, черный перец и слегка подваренный рис. Знаете почему? Потому что как только фарш начнет нагреваться, из него побежит сок. И вот рис этот сок в себя впитает, подхватит. Понимаете? В народной кухне все очень продумано. Заворачивать долму очень просто. Вот смотрите. Мизинец, большой палец, указательный, безымянный и средний палец намотали. Вот так вот, кулачок. Получается все гораздо быстрее, чем пельмени лепить. Уж поверьте мне. Ну а теперь еще один секрет. Если вы хотите приготовить эту долму в зирваке, а где же еще, если мы готовим узбекский плов, то, скорее всего, по отдельности-то все эти листики и поразворачиваются. Я беру ниточку с иголкой и нанизываю долмушечки на нитку одну за одной, как ожерелье. Пора в зирвак воду налить. Морковка пожарилась отлично, я чувствую это по запаху. Пахнет, ну вот как готовый плов, пахнет точно так же. Мясо мы солили, но зирвак тоже непременно надо посолить. И я думаю, что неполная ложка соли будет как раз достаточно. А еще, ну раз долма кисленькая, что-то сладкое необходимо. Я кладу кисло-сладкий, очень мелкий изюм. Этот изюм украсит вкус плова, сбалансирует кислоту от виноградного листика, и все получится просто очень хорошо. Понимаете, что я сейчас делаю? Ну, с самого начала мы положили мясо. Ну, какое это было мясо? Это была грудинка, это была голяшка. То есть практически половина кости, половина хрящи и половина мяса. А вот теперь я кладу в казан чистую мякоть. Да не просто мякоть, а мякоть, завернутую в виноградные листики. Пусть поварится все вместе. Пусть поженится минут 30. А нам пора заниматься яйцами, перепелиными яйцами. Но, пожалуйста, не забудьте накрыть долму вот таким блюдом, чтобы блюдо накрыло собою всю долму. Это очень важно. Во-первых, чтобы долма варилась в зирваке, а во-вторых, чтобы от бурления она ни в коем случае не разворачивалась. Рис. Рис не забудьте замочить. Я на 2 килограмма риса кладу 4 ложки соли. 90% этой соли вымоется после того, как мы будем промывать рис. Но сколько-то соли останется и сделает рис гораздо вкуснее. Это мой секрет. Делюсь с вами щедро, без остатка. Вода для замачивания риса очень хорошо, если будет градусов 60. При такой температуре крахмал, который содержится в рисе,
очень быстро набухает. Ну а какова же судьба вот этого бараньего бока? Неужели вы думаете, что он так и останется лежать на столе? Нет, ничего подобного. Берем нож, смотрим на ребра. Ножом упираемся в ребра и всегда поддерживаем вот такой наклон. Постепенно карман между ребрами и тем тоненьким слоем мяса, который покрывает ребра, становится все шире и все глубже. Вот так, никуда не торопясь, я дошел практически до самого хребта. И вот здесь расположено самое нежное, самое мягкое, самое вкусное мясо у барашка. Вот этот небольшой треугольничек, это прям самое шашлычное мясо. Ну ничего, пусть все стоит на месте. Карман у нас получился. Будь здоров, что называется, где баран? Вот он баран. Держи карман шире. Но это еще не все. Подождите. Ребрышки, вот это самое коротенькое, самое тоненькое, последнее. С него и начнем. Прорезаем с одного края ребра, а следующее ребрышко справа. А теперь слева. А теперь справа. А теперь слева. Видите, что получается? Получается, что все ребрышки одно за другим обнажаются и превращаются в такую расческу. Либо можно сказать, что превращается в пятерню. Кому-то на собрании голосуют. Кто за? Кто за плов? Я за плов. Все поднимают руки вверх. Точно так же поднимают руки вверх ребрышки. Ребрышки, хотите встретиться с пловом? Они говорят, да, мы за, единогласно. Самые кончики ребрышек желательно зачистить. Мясо внутри кармана необходимо посолить. Причем посолить заранее, чтобы оно успело просолиться. Несоленое мясо, ребята, это очень, очень невкусно. Ну все, пусть лежит, дожидается своего череда. А нам пора заниматься яйцами. Прошло ровно 30 минут. Аккуратненько снимаем блюдо. Смотрим, как у нас здесь что получилось. Ух, смотреть не надо. Достаточно понюхать. Все получилось просто шикарно. И теперь прямо поверх долмы выкладываем хорошо промытый рис. Вы помните, что рис мы замачивали в теплой соленой воде. Промыли, он уже разбух. Теперь вперед. Постарайтесь выложить рис ровным слоем. Ну как получится. По шумовочке на каждые 10 сантиметров. Пока выкладываете рис, необходимо подумать о нагреве под казаном. Пора прибавить нагрев. Но в данном случае довольно умеренно. Скажем так, средний огонь. Хоть мы и солили рис, пока его замачивали, но та соль практически полностью смылась. И на 2 килограмма риса понадобится 2 ложки соли. Равномерно рассыпайте соль по поверхности риса. Добавим к рису немного зиры. А вот тут жалкие остатки, совсем чуть-чуть. И ждем. Ждем, пока закипит вода, потому что сейчас вода выступит на поверхность риса. И те, кто торопится заливать рис водой, как правило, переливают воду. Видите, только что рис лежал практически сухой, но он постепенно находит место среди долмы, среди морковки, среди нескольких кусочков мяса. Опускается все ниже и ниже, а вода поднимается все выше и выше. И вот, теперь-то видно, сколько необходимо долить воды. Лучше брать кипяток, либо очень горячую воду. Однако слишком много воды сегодня доливать не надо. Вот столько, буквально, может быть, полсантиметра по поверхности риса. Долили воду. И этого достаточно, потому что я использую рис, который очень быстро впитывает в себя влагу. Этот рис называется лазарь. Но по своим свойствам, я имею в виду способность впитать влагу, он очень похож на простые магазинные сорта риса. Это, скажем так, не девзира и не пропаренный рис, который можно варить 10-12 минут. Рис лазарь готовится за 4, максимум за 6 минут. Рис постепенно впитывает влагу, и масло, которое выступило на поверхность риса, проходит сквозь слой риса и обволакивает каждое рисовое зернышко. Но дело в том, что изначально я взял очень немного масла, всего лишь навсего 200 грамм, а риса у нас здесь 2 килограмма.
и 200 грамм растительного масла никак не смогут покрыть каждое рисовое зернышко из 2 килограммов риса. Поэтому сейчас я делаю то, что обычно никто не делает, когда готовит узбекский плов. Я добавляю на поверхность риса очень хорошее, очень ароматное, очень вкусное топленое масло. Пусть оно растает, и пусть оно ароматизирует и рис, и весь наш сегодняшний плов. Какое угодно растительное масло, либо перетопленный бараний жир мы обычно ароматизируем. Ароматизируем его мясом, мы жарим в этом масле мясо. Ароматизируем его луком, морковью и другими продуктами, которые идут в зирвак плова. В результате масло напитывается вот этими очень хорошими вкусами и ароматами. Но топленое масло в этом всем не нуждается. Топленое масло само по себе очень вкусное и ароматное. Поэтому сегодня у нас будет идеальное сочетание масла, которое напиталось луком, морковкой и очень вкусным мясом, и топленое масло, которое напитано ароматом свежего сена и полевых цветов. Ну и, наконец, несмотря ни на что, яйца, а точнее яичный белок. Я переливаю его в миску, в которой буду взбивать этот белок. Мне необходимо взбить белки прямо до хорошей такой устойчивой пены. Я брошу щепотку соли, потому что несоленые яйца вкусными не бывают. Можно электрическим миксером, можно ручной метелочкой. В медной посудине белки взбиваются быстрее. Особенно, если она чисто отмыта и на ней нет ни капельки жира. Всех делов ровно на 2-3 минуты. Как раз из риса выпарилась вся вода. Сколько нужно он впитал, лишнее выпарилось. И теперь яичные белки я смешиваю с зеленью. Со свежей, очень вкусной, мелко нарубленной зеленью. Еще раз перемешаем. И теперь идите сюда. Я беру вот то самое блюдо, которым мы придавливали долму. И при помощи этого блюда я создаю в рисе углубление. Углубление, в которое как раз поместятся все белки вместе с зеленью. Вот так. Аккуратненько переливаем этот будущий омлет. А точнее, азербайджанское блюдо кюкю, которое как раз и готовится из яиц и белков. Аккуратненько, аккуратненько распределяем белок, создаем эдакую ровную поверхность и накрываем. Накрываем белок буквально на 2-3 минуты. Для того, чтобы он встал, для того, чтобы он схватился, для того, чтобы он отвердел. Знаете, в Узбекистане плов с яйцами готовят. Бывает так, что и с долмой, и с яйцами, и вот с мясом. То есть все есть в этом плове. Прямо все, что достали, все, что нашли. Вот так в Узбекистане плов никто не готовит. Когда белки отдельно, а желтки отдельно. Но я вам могу сказать, что желтки от перепелиных яиц совсем не отделяются от белков. Пытаешься их отделить, а они перемешиваются с белками, и получается такая каша. Но ничего, вот так-то симпатичнее будет. Вот так всяко будет симпатичнее. Перепелиные яички посолили. Слегка все это надо приперчить. Аппетитно? Аппетитно будет тогда, когда все будет готово. А все будет готово буквально минут через 15, потому что 5 минут рис уже постоял под яйцами. Осталось всего 15 минут. Накрывай на стол. Запахи витают. Все готово. Пора открывать. Но ведь и открывать такой плов придется особым образом. Сначала надо снять омлет. Ну а теперь аккуратно раскапываем рис и находим, где же у нас там долма. А вот она долма. Ну скажите, пожалуйста, разве не прекрасно выглядит, а? Ну и все. Теперь осталось перемешать мясо, морковку, изюм
и рис, чтобы получить шикарный, очень красивый плов. Сначала насыпаем рис, морковку, изюм, все такое вкусное, все самое лучшее. И дальше разгребаем, достаем. Где у нас там кусочки мяса? Кусочки мяса вот так вот, по краю блюда. Мяса немного, мясо только для вкуса. Посмотрите, сколько риса осталось, сколько риса. Из этого риса делаем не очень большую горку. Не забываем, что у нас еще есть долма, что у нас еще есть яичный омлет, которым тоже следует украсить этот плов. Первое ожерелье долмы. Обрезаем ниточки. Следующее ожерелье. Точно так же. Перерезаем ниточку и долма по всему плову. Ну вот, что же это за плов такой получился? Риса-то и не видно. Не видно риса. Одна долма, да еще вот яйца. Яйца тоже необходимо красиво нарезать. Здесь уж вы выбираете. Можно нарезать как пиццу, а можно нарезать ромбиками. Мне кажется, ромбиками получится гораздо симпатичнее. Ну, полюбуйтесь, посмотрите, скажите мне правду. Удивил ли я вас сегодня? Если нет, приходите завтра. А завтра у нас на телевидении наступит буквально через 2 минуты. Ведь надо же куда-то деть еще и вот этот рис. И если вас не удивил этот плов, то следующий плов удивит обязательно. А пока что я хочу пожелать вам приятного аппетита и приятного просмотра рекламы. Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе, вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в 2 раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая это книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий, о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать, как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? 3 главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И 3 глава – это, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить 2 вот такие книги, а 3 получить бесплатно. Одним словом, приходите.
Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. Итого, вот остывший плов. Вот отличный бараний бок. Мясо здесь более 2 килограмм. А что, если этот плов уложить прямо вот в этот карман? А? Смотрите и запоминайте. Ничего трудного здесь нет. А теперь надо кое-что предпринять, чтобы рис не начал высыпаться раньше времени. Вот ребрышко, а вот брюшина. Делаем в брюшине прорезь и просовываем в него ребрышко. Понимаете, получится нечто вроде кармашка. Пожалуй, что можно просунуть еще одно. Следующее точно так же. В образовавшийся кармашек можно подложить еще немного риса. Уплотнить, так сказать. И продолжаем. Так, вижу, еще порядком риса поместится сюда. Кажется, все. Последняя ложка. Не бойтесь трудностей. Глаза боятся, руки делают. Может быть, это займет несколько больше времени, чем я вам показываю. Но все у вас получится обязательно. Ну-ка, полюбуйтесь, как вам этот бок. Не красавец? Вот так бы его да в печку. Но погодите, необходимо предпринять еще кое-какие меры. Во-первых, мясо сверху надо посолить. И необходимо сделать так, чтобы оно успело просолиться за это время. А во-вторых, вот здесь, вдоль хребта, проходит жила, которая во время нагревания будет стягиваться. И из-за этого бок может весь искорежиться. Я надрезы делаю по этой жиле, и все будет у нас очень хорошо. Одна беда. Сквозь вот этот слой жира соль не пройдет. Поэтому я делаю неглубокие надрезы прямо по слою жирка. Натираем мясо солью. Плов-то у нас соленый, но хотелось бы, чтобы и мясо получилось очень вкусным. Чуть-чуть черного перца для вкуса, для аромата. И последняя нотка – это чабрец. Знаете, это уже очень вкусно пахнет. Вот и все. Перекладываем бараний бок, начиненный пловом, на противень. И противень в печку. Печь протоплена до температуры 230 градусов. Если вы будете готовить не в дровяной печи, а в обычной духовке, то достаточно 210 градусов. А дальше постепенно, каждые полчаса температуру надо убирать градусов на 10-15. Так что в конце приготовления в вашей духовке было не больше, чем 140-150 градусов. Ну теперь скажите, пожалуйста, а куда девать столько плова? Скажите, а я вам дам ответ на то, что делать людям, у которых нет в холодильнике бараньего бока. Идите в супермаркет и покупайте самую обыкновенную курицу. Даже при помощи курицы и при помощи рук, а также с некоторых знаний, можно удивить гостей. Смотрите, что я сейчас буду делать. Сейчас я буду отделять куриную шкуру от ее мяса. Нижнюю часть куриной ноги, ну, то, что называется барабанная палочка, можно перерезать по суставу ножницами и оставить вместе со шкурой. Ну, а все остальное аккуратно, никуда не торопясь, отделяем от шкуры. Нам нужна пустая куриная шкура. Понимаете, для чего? Собственно говоря, шкура довольно легко отсоединяется, за исключением двух мест. Ровно посередине грудки и ровно вдоль по хребту. Вот здесь она прикреплена к мясу. Но ничего страшного. Берете небольшой остренький нож, наклоняете его к низу, в сторону мяса. И потихоньку, аккуратно, вот чувствуете, где его лезвие. Чувствуете, где он режет, да? И вот так дошли до самого интересного места, до копчика. Пока снимаем шкуру, руководствуемся таким принципом, что лучше уж пускай немного мяса останется на шкуре, чем где-нибудь продырявить шкуру. Ну а если так случилось, ну продырявили.
Первый раз сделали, и небольшая неудача. Ничего страшного. Нитка, иголка, и штопаем, зашиваем. Крылышки оставляем на шкуре. И все. Тушка куриная, вот она. А шкура куриная, вот она. С этой тушки тебе предстоит снять всю мякоть. От бедрышек, от грудок. Да и обжарить в растительном масле. Присолить и приперчить. И смешать с этим пловом. Все очень просто. Кусочки обжаренной курятины перемешаем вместе с пловом. И пусть кто-нибудь скажет, что они готовились раздельно. Никто не догадается. Понимаете, в чем идея? Ну, можно, конечно, взять курицу как есть и наложить в ее тушку плов. Ну и запечь. А дальше-то что? Как ее на столе разделывать? Ведь она вся на костях, на каркасе. Это не очень удобно. А как получится у нас, вы увидите буквально минут через 5. И теперь начиняем куриную шкуру пловом. Ого! Да в курицу плова поместится, пожалуй, что больше, чем в бараний бок. Ну вот и все. Брюшко зашили. И мне кажется, что теперь курица выглядит вполне себе симпатично. Однако, прежде чем сажать ее в печь, тушку необходимо смазать маслом и посолить. Ну что, мало ли чего, здесь же вот есть ножки, крылышки. Все это очень вкусное. Да и шкура, когда зарумянится, захрустит. Есть знатоки, есть люди, понимающие, которые не слушают вот этих диетологов, которые говорят про то, что шкура вредная, то вредное, это вредное. Все, что вкусно, все, что дарит нам хорошее настроение, это все, дорогие мои друзья, полезно. Вредно сидеть с грустным лицом и думать о том, что мне еще скушать для того, чтобы похудеть. Все, понесли в печь. Пусть печется вместе с бараньим боком. Курица бараний бок как раз догонит. Ох, и пир же у нас сегодня будет. Вот оно какое мясо. Красота? Любуйтесь. А я пошел курицу доставать. Итого, мясо запекалось 2 часа, а курица 1 час. Посмотрите, какова курочка, а? Знаете, но я, наверное, разрежу только мясо. А курица, она и есть курица. Ну чего ее резать? Оставим на потом. Ножичек поострее и вперед. Посмотрите, видите, какое сочное мясо. Но вы бы знали, как все это пахнет. Сегодня мы взяли 3 килограмма баранины. Мы взяли 1 курицу. Мы взяли 2 килограмма риса. Мы взяли немножко морковки, масла. И вот какие блюда у нас получились. Вы помните, что первым у нас был готов плов с долмой и с перепелиными яйцами. Ну а теперь плов в бараньем боку. И, внимание, плов в курице. Как же ее разрезать? Вот этого я не знаю. Вот это я, товарищи, решить никак не могу. Ну, подойдите поближе. Посмотрите, полюбуйтесь. Разве это не красота? Разве сегодня я не удивил вас пловами? А если удивил, тогда желаю вам точно таких же успехов в кулинарии. И, конечно же, как всегда, приятного аппетита!